Вот я и достигла озера Йони, озеро горы ветров. Под вечер здесь почти штиль, хорошая погода. Отсюда начинается очередной этап моего путешествия, пеший. Ну, еще 4 километра, правда, тут проплыву. И дальше по Мичигменской тундре, горам, там через 3 перевала на озеро Колено, там новый сплав до Уилена и мыса Дежнева. Прошла я уже больше 1000 километров, а впереди всего 250, всего ничего. Тут балок действующий, сюда видно, рыбаки приезжают иногда, но он такой, совсем без окон, темный, не очень уютный. Буду стоять на берегу в палатке. Озеро горы ветров оправдывает свое название. Ветрюга гуляет, ого-го. У меня уже колышки выдернуло. Вечером встал тут поздно, камней поблизости не было, чтобы как следует закрепить тент. И под утро ветер не дал нормально поспать. Рано поднялась сегодня. Думала отдохнуть после недосыпания в гостях из-за эмоциональной такой встряски, но не вышло. И даже костер утром разводить на таком ветру не стала, дожгла баллон, сделала завтрак на горелке. И вокруг открытая тундра, по которой лежит мой дальнейший путь. Хорошо, что вдоль берега я проплыла вчера вечером, когда ветер только-только начинал разгуливаться. Как сердцем чуяла, не стала расслабляться на том месте, куда вышла от реки. Дотянула до начала Волока. Ветер ураганный. Обычно здесь бочки стоят, маркируют путь. А тут вот тур сложили. На горной тундре колеи вездеходной дороги видны хорошо, но след тянется вдоль озера. Придется сворачивать в тундру без дороги. Я шагала по кочкам с черепашьей скоростью. Ветер качал рюкзак, я теряла равновесие, поминутно спотыкалась и ругалась. Еще ветер поднимал какую-то пыль, наверное, от осок. Вездесущая, она резала глаза и выбивала слезу. К середине дня я сдохла и поняла, что напрямую здесь не пройти. Под вечер ветер стих, но все равно так тяжело идти по тундре. Никак к горочкам не приближусь. Сейчас приходится пользоваться долиной ручейка. Хоть и маленького, но по его берегу хоть как-то можно идти. А то выйдешь в тундру. Вот такие кочки. По колено столько сил теряешь. Сейчас должна где-то здесь посечь вездеходную дорогу. Может, по следу пойду пожестче. Позади осталось озеро Йони. Я залезла на тундровый перевал по вездеходной дорожке. Дорожка болотная, но все равно по ней легче идти. Вот вдали, далеко-далеко на горизонте открылась гора Мышатник, как обозначено у меня на карте. До нее километров 50. Вот до нее мне надо топать по тундре. И не везде будет вездеходный след. Сколько до нее буду топать. И вон там, похоже, где снежничек, перевал мой. И дальше за 3 перевалами озеро Колен. Да, еще далеко. От чего в тундре устаешь, конечно, так это от ветра. Когда всю ночь палатку схлопывает, все дует. Не очень приятно, кажется, сорвет. Большими камнями приходится палатку заваливать, таскать их. А если их нет в тундре, что делать? Палки уже не держат. Здесь очень грунт, мало земли.
тундре. Она, конечно, заболочена, но насколько же по ней легче идти, чем вот по такой вот крючковатой тундре. Тут себе идешь равномерно, немножко проваливаясь. Можно шагать монотонно, а на кочках просто сносит ветром, когда то на одну кочку, то в провал между ними. И ноги высоко надо поднимать. Тут очень хорошо. Медленно, но верно я приближаюсь к самой восточной точке нашей России, нашей Родины. Марушка. Большое подспорье. Тундра. Она не бывает ровной, она холмиста. Горизонт всегда граничит спокойными, мягкими линиями холмов. Ощущение размеров тундры сказывается лишь подсознательным желанием забраться на ближайший холм, который ограничивает горизонт, и посмотреть, что за ним. Издали тундра кажется совершенно плоской. По всему ее пространству тысячами осколков сверкают большие и малые тундровые озера. Но путь по этой видимой плоскости вблизи выливается в пересечение глубоких узких ложбин, заметные спуски и подъемы, где болото с вязкостью в ногах часто возникает не только в понижениях, но и на склонах. Это гора Выдгыргын, 557 метров. Она южнее моего пути. А вот там Йонивием, за теми горами, которыми я уже сплавлялась. Наконец-то участок каменистой тундры на сухом бугре. И здесь рядом стоянка как раз. Камни вокруг еренг были обложены покрышки этими камнями. Вот, а у меня полпути до горы Мейн с непроизносимым названием. Она уже появилась на горизонте. Вехами на пути мне служат приметные вершинки. Дойти до этой горочки, думаешь в очередной раз на передыхе. Медленно, очень медленно приближаются эти ориентиры, изменяют свои очертания, проходят стороной, становятся пройденным рубежом. Вездеходный след снова уходит в болото. Здесь этот участок кончается. Такие невысокие гряды, будто острова, иногда возникают на пути. И так и манят отклониться от вязкой колеи в болоте. Сошла с вездеходного следа немного горными буграми, бугорками сухими. Фу, наконец-то я в распадке притока большой реки. Здесь появились дрова. Наконец-то можно будет оприходовать нормальное мясо. А то тащу килограмма 2,5, наверное. Вчера только удалось приготовить. А так вчера днем. А вечером уже ничего не было. На горелке, конечно, не приготовишь много мяса. Вот это речина, ЛГВМ. Думала, придется надувать здесь лодку, но похоже, вот на этом перекате можно будет перейти вброд. Разведаю. Но ночевать буду здесь, на этом берегу. Много кустов, значит, дров. Вездеходка по той стороне притока идет, вон там видно место. Бочка, значит, там хорошее местечко. И много кустов. Наконец-то я смогу сварить плов. А то все есть, рис есть. Только дров не было. Все-таки отличное местечко. Перешла я вброд. И здесь на берегу, ну просто потрясающе. Тундровая лужайка около его кустов низкорослых. Но тут эти кусты, они как гребенки собирают плавник. И вот тут я сейчас встану. Вот среди
И вот маленьких здесь дровишки валяются. Поставил палаточку, и такое яркое пятно на небе. В это замечательное солнечное утро, в маловетренный денек такой, ко мне пришла замечательная мысль: не сплавиться ли по этой реке, чем идти по этой заболоченной вездеходке. Так, я утомилась за последние 2 дня. И решила, хоть она и петляет, эта река ЛГВМ, и я по ней не собиралась сплавляться, я решила сплавиться. Здесь она напетляет, наверное, километров на 30 до Мичигменской губы. А может и меньше. У меня даже нет карты на этот кусок подробный. Но до Мичигменской губы попытаюсь сплавиться. И там, если будет мало ветра, и там еще чуть пройду. И там уже рядом горы. И 3 моих перевала. Нет, что не говори, но плыть значительно веселей. Значительно проще. Хоть отдохну немного. Да, но совсем отдыхать не придется. Не лети. Разбой. За что люблю еще Чукотку, так это за контрасты. То встречный ветер, волна, нет течения. И тут вот, пожалуйста, сделала петлю речка и понеслась по течению. И тут безветренный такой затишок. Красота! И жара наступает. Просто не верится, что это сентябрь. И тут рядом 2 океана холодных. Когда попутный ветер в течении, можно второй завтрак устроить прямо в лодке. Мои далекие горы на горизонте. Река ЛГВМ. Ну и крупная же здесь голубика. Прям виноград. Сладко. После заморозков. Время обеденное, вылезаю на крутом тундровом бережку. Тут сразу дрова и красоты. Там здесь ветки валяются. Вон аж куда выносит. А там тундра. Вот оно, счастье. Небольшой ветерок. Красота. Лежу у костра, расслабляюсь. Виды. Обалденные краски. Потрясающие. Снова благодать в природе наступила. Плыть в безветренную погоду просто сказка. И красиво, и легко. Вот казалось бы, недавно отдыхала, людей подкормилась. А нет, что-то все равно чувствуется усталость в организме. И есть все время хочется.
То ли уже настроился организм на более крупные пайки, решил, что и дальше так будет. А нет. Передвигаюсь-то я медленно, снова продукты надо экономить. Под той сопочкой уже Мичигменская губа. Там над морем, над губой ясное небо. Такое впечатление, что река кончилась и дальше тупик. Думала, бочка, а там Мишка. Чуть-чуть пока подплыла, по-моему, за бугром уже скрылся. А вот. Эх, плохо видно, ладно. Я увидел, встал на задние лапы. Так, и что дальше? Красиво. Шикарнейшее место для ночевки. Ровная лужайка, дров навалом. Ну, медведь по этому берегу ходит. Ну, надеюсь, он уже сюда не придет. Бережок, правда, крутой такой. Здесь спускаться с обрывчика. Ай, комья земли тут. Вечной мерзлотой оттаивает берег вон. И валится комья. А так здесь уже песочек пошел. Мелкая галечка. Да, низовья. К морю приближаюсь. К ледовитому океану. К губе Мичигменской. Не к ледовитому океану, а к тихому уже совсем заговорился. Вот туда. Низовья. И Голвиема. Обнаружила, что оленину вообще не нужно солить. Добавляю только подсолнечного масла. Тушу ее. Она очень мягкая, быстро готовится. Потом вытаскиваю и в соке варю рис. Ну, добавляю воду, конечно. Сказочное утро, полное безветрие. И солнце вышло. Фантастика. Река тут хоть и широкая, а временами тут такие меляки попадаются, что среди речки приходится вылезать и чуть проводить лодку.
пески намывает, так, ступеньками. А течения почти нету, и ряби не видно, как бывает обычно на перекате. Вылезаешь на тундру, просто сказка. Вот такое разноцветие. Вон моя горошечка, мышатник, за который нужно переваливать, за которую. Лебеди. Подплываю к месту, которое называется Красная Яранга. Здесь тоже раньше была перевал-база. Сейчас посмотрим, что там осталось. И везде на базах стоят ветряки. База стоит на стрелке с еще одной мощной рекой. Тут недалеко еще они сливаются. Две там, Ватыргием и Чиневием. И сливается вот с Иглвиемом, по которому я сплавляюсь. А там она уже более мощная пойдет и более прямолинейно к Мичигменской губе. Ну, от базы, в общем-то, ничего не осталось. Куча бочек только из-под горючего, как обычно. Не, ну это просто фантастика. Я в футболке не помню, когда вообще тут ходила. Тем более гребла. Какой-то обалденный день. Кто бы мог подумать, что я буду сплавляться в Мичигменскую губу по реке широкой, где нет ветра. Даже этот вариант не рассматривала, карт сюда не взяла. И вот, пожалуйста, безветрие, тепло. Обалдеть. И я вместо того, чтобы топать по тундре, гребу тут. Это просто сказка. Фантастика. Мне везет, честно говоря. Гора приближается, которая на входе в Мичигменскую губу. Только прокомментировал, как задул ветер. Наверное, возможно, на море прилив начался и ветер подул с губы. А вот какие виды открываются.
Вот я на пороге Мичигменской губы. Вот оно, устье реки. Думаю, что я здесь разберусь и не продолжу плавание. Дальше начинаются меляки, видно. Уже плыть не имеет смысла. Тут я выиграю километра 3-4 максимум. Так что все, я перехожу тундру и иду к моим горам. И там через 3 перевала лежит озеро Колян. Вот где-то там, еще не определилась. У меня нет подробной карты сейчас. А бережок высокий, на котором я так жгу костер, скоро обрушится. Вон он какой. Его размоет рекой рано или поздно. Как здесь все меняется. Пески намываются, берега рушатся. От коренного берега я отрезана протокой, но я специально вышла на то хорошее высокое место. Сейчас разведала брод, пометила стрелочкой, и здесь можно пройти. Вся беда здесь в том, что бывает песок, он прям под ногами засасывает, мягкий очень. Так сказать, перекресток троп. Ну это ладно, как бы вода не стала прибывать, успеть перейти. А мишки тут бродят, много следов. Полным-полно. Вон как раз на мой мыс. Хорошее место там. В ровной на вид тундре встречаются вот такие маленькие ручейки в понижениях. И сразу вокруг кусты, дрова. В общем, можно жить. А так вылезаешь, и снова кочки, заболоченности. Иду сейчас подсекаю вездеходный след. Здесь, мне кажется, тундра получше, чем рядом с озером Йони. Попроще пока идти. У нас первая ласточка, но у меня еще тут сейчас будут. Еще целая дорога должна быть. Закат. Я в открытой тундре. Никакого следа дороги не подсекла. На обзорной карте он есть, а на местности нету. Ну там должен быть где-то. Но сейчас-то он мне не нужен. Сейчас бы мне ручеек какой. И место по суше, где встать. Вот иду. Зато здесь мало кочек. Хорошие пошли места. Идти стало достаточно быстро. Но, по крайней мере, видно перемещение. Я не вязну, не падаю. И это уже радует. И завтра я надеюсь дойти до перевала. А сейчас вот какой-нибудь ручеек. А то совсем из копыт цепить не хочется. Да и мокро вставать. Сейчас что-нибудь найдется. Дошла до свежих вездеходных следов. Здесь по суше. Но воды нету. Закатное освещение потрясающее. Ну вот, хорошие дрова, чтобы остаток мяса сварить, мне хватит. Нашла. Осталось найти хорошую воду. То есть колеи из лужи попьешь. Ладно, еще поищу. Сейчас возьму дровишки и вперед дальше. Ну вот и спасение. Еще не стемнело, как я добралась до лощинки с ручьем. И здесь хорошие ровные места есть, сухие. Все, полноценного отдыха обеспечен. Значит, завтра я пройду первый перевал. Ну, если, конечно, не грянет такой ураган, что на это вряд ли. Все, сейчас здесь стою. О, великолепное место. Просто фантастика. И главное, дровину, может быть, зря тащила. Во, тут вот они, обычные щепочки, которые попадаются
на таких невысоких террасках, которые когда-то заливает и выносят сюда кусты. Вон они дрова. Как грибы можно собирать. Я очень люблю такие дрова собирать. Они классно горят, они такие, ой, прям легко ломаются, тлеют сразу. Отличные дрова. Все, будет плов. Может, какой вездеход проедет? Палатка моя стоит недалеко от следа. С утра я сразу схожу с вездеходки и иду напрямую к горам. Здесь тундра уже пошла по суше. Вот такие кочки, они уже здесь хорошие. Нет, ну есть еще кое-где вода, конечно, но идти уже проще. Жестко достаточно. И вот мои горы приближаются. До них километров 12-14 по прямой. Надеюсь, сегодня уж точно их достигну. Под вечер воды не было, а тут вот целое озеро мне встретилось. Большое до пути. Сейчас посмотрим, где его лучше обходить. Справа. Поднялась на обзорное возвышение на берегу озера. И вот наконец определилась, в какой мне распадок идти. Вот точно определилась по горам. Мне вот в этот распадок там лежит мой перевал. Все, теперь я знаю, куда держать путь. Даже без точной карты. Но скоро я в нее войду. В подробную. Мне предстоит пересечь хребет Генканой. Вот он впереди. Его высоты, ну там максимально 900 с небольшим. Мой перевал около 600 метров высотой. Вот такие горы. Такой хребет тут лежит. Вот она обычная кустарниковая тундра, по которой приходится все время спотыкаться, поднимать ноги высоко. Трудно идти по такой. Но сознание того, что каждый шаг, я напрямую иду к своему перевалу, каждый шаг приближает меня к цели, и это очень здорово. Вот уже появляются участки первой горной тундры, каменистой. Здесь сразу как хорошо идти. О! Тяжело, конечно, ходить по заболоченной тундре, но вот здесь такая благодать встречается. Морожки просто завались. Вон, все морожки. И теперь я, конечно, на каждой остановке наедаюсь. Да, распадки в тундре, ручьи, это просто отдых от кочек. Сразу хорошая тундра начинается. Красота. Вот и здесь было стойбище. Остатки камни, которые круги рамы были. Ага. А вон мой перевал приближается. Чего только не встретишь в открытой тундре.
Река Калиныр. Все, я добралась до нее. Тут заканчивается Мичигменская тундра со всеми ее этими кочками. И дальше, ой, начинается горная тундра. Ох, я там побегу. Бегом. Да, по Чукотке надо ходить либо по горам, либо по рекам, либо по тундре, но на вездеходе. Все, горы подступили, а с ними и горная тундра. Нет, это непередаваемое счастье оказаться у такой реки после тундровых колдобин и буераков. Фу, это счастье и красота. Мне казалось, что я буду преодолевать Мичигменскую тундру максимум 2,5 дня. Чего там, каких-то 60 километров. Преодолевала почти 5. Это, конечно, очень тяжело ходить по заболоченностям и высоким кочкам. Теперь мне осталось пройти через хребет 3 перевала. Они теперь кажутся мне совершенно пустяком. Перевал 200 метров высотой, 200-250 высотой, не очень высокий. По крайней мере, первый, дальше не смотрела. Порядка 60 километров остается до озера Кален, самого восточного озера России. Оттуда сплав. Надеюсь, смогу сплавом дойти до Уилена. Если погода не помешает, войти в лагуну. Вот, это река Калиныр, за которой тундра заканчивается. Мичигменская. Меня уже признали за свою, вот вообще не боится. Юрашка, привет. Не боится? Дали какой-то балок, еще не смотрела. Костер развожу. Блаженство. Погода сегодня вообще не припомню такой. Жарко и солнечно. Снова следы былой активной деятельности. А вот поляна, где стояли яранги. До свидания, Мичигменская губа. Залив Тихого океана. А я вошла в горы. Они встали передо мной, теперь заслоняя весь горизонт. Как долго я шла к ним. Сейчас спущусь к ручью и встану. И завтра на перевалы. Сегодня ночью был заморозок. Ясное небо. Звездная ночь потрясающая. В 5 утра было еще 0 градусов. Сейчас, через час уже плюс 6. Быстро поднимается температура, как только выходит солнышко. Проснулась сегодня с мыслью, как хорошо, что я пересекла эту страшную тундру. А потом думаю, неужели больше не будет этих замечательных криков гусей, пролетов,
журавлиных криков. Стало как-то грустно. Потом подумала, ничего, впереди еще сплав. И сплав по тундре, так что все нормально. Итак, от озера Йони я прошла по тундре, не найдя вездеходный след сначала через тундру вот до этого ручья. Здесь я подсекла вездеходный след и уже шла по нему до Гальвиема. И здесь начала по нему сплавляться. Сплавлялась, выписывая все вот эти вот петли. И не до конца, дойдя до Мичигменской губы, где уже начались меляки, подсекла вездеходный след примерно в этом месте, вышла на ручей, где ночевала, и дальше уже почти напрямую шла через тундру к горе Мышатник. И вот в этом месте где-то я пересекла реку Келлингир, после которой тундра практически закончилась, качкарная, и уже пошла на перевал, к первому перевалу в сторону озера Кален. И вот здесь у меня была ночевка.